Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание одежде, поговорим о том, какую одежду никогда не стоит носить и на что обязательно стоит обращать внимание, потому что одежда – это ваше второе «я». И знаете, недаром говорят, что встречают по одежке, а провожают по уму. Давайте вместе с вами, друзья, будем в этом разбираться. Одежда – это не просто ткань, из которой она пошита. Это, друзья, наше второе «я», наша оболочка, которая обладает своей особой энергетикой. Она защищает, оберегает человека от внешнего воздействия энергии, имеет свойство влиять на его эмоциональное состояние. От одежды напрямую зависит настроение и уверенность человека в себе. Любой человек хочет выглядеть красиво. Существует даже пословица, которая известна всем, что человека встречают по одежке. Поэтому одежда подчеркивает статус человека, показывает то, чего он достиг в своей жизни. Одежда может и многое рассказать о своем владельце, об его характере, личных качествах, вкусах, интересах и даже увлечениях. Но самое главное – это то, что тесно соприкасаясь с телом человека, она впитывает в себя его энергии и долго их сохраняет. Особенно та, которую человек часто надевает или же, как вариант, очень сильно любит. Одежда наполняется светлыми, добрыми энергиями. Если в жизни человека происходят радостные события, удача, успех и финансовое благополучие его сопровождают по жизни, а если же человек проживает трудный, к сожалению, жизненный этап, его жизнь наполнена переживаниями, депрессивное состояние становится его спутником, так как из задуманного ничего не получается воплотить в жизнь. Возникают денежные проблемы на каждом шагу, то, соответственно, его одежда наполняется сильным негативом, порой даже разрушительным. Большое значение имеет то, из каких материалов пошита одежда, которую вы носите, так как ткани оказывают большое влияние на ее энергетику, ну и, конечно, на энергетику того, на ком она надета. Ткани из натуральных нитей, льна, хлопка, шелка наделены положительными и светлыми энергиями. Они впитали в себя положительные энергии, связанные с природой, с солнцем, поэтому одежда, пошитая из них, оказывает самое благоприятное влияние на человека, наделяя его спокойствием, радостью, жизненной силой, упорством и успехом. Ткань из шелковых нитей в своей памяти хранит кокон шелкопряда и, подобно ему, оберегает биополе человека от негативных воздействий извне, даже таких сильных, как сглаз, порча и проклен. В шерстяных нитях сохраняется энергетика животных. Ткани из шерсти способны не только укрепить биополе человека, но и восстановить его, сделав более сильным, чем оно было ранее. Это способствует тому, что он сможет противостоять любому воздействию извне. Наделит его решительностью и уверенностью в собственных силах, поможет найти верный путь, по которому стоит идти. Кроме того, изделия из шерсти, которые мы используем с вами в повседневной жизни, это пледы, шарфы, платки, одеяла, ковры и прочие, наполняют жизнь человека теплом, уютом, создавая вокруг него энергию комфорта. Одежда из натуральной ткани способна подчеркнуть статус человека, оказать на то, что перед вами успешный и материально обеспеченный человек, у которого в жизни есть все то, чего он только желает. Одежда же из синтетики не имеет ничего общего с природой. Она не содержит в себе какие-либо сильные и чудодейственные энергии. Наоборот, способна притягивать негатив. Она может, конечно, прикрыть тело человека, но никогда не сможет создать с ним единое целое, не сможет служить ему защитой и оберегом от внешних и негативных воздействий, укреплять биополе, наоборот, будет его во время носки разрушать. Поэтому существует такое правило, что то, что надеваете на тело, будь то майка, футболка, платье, рубаха и прочие, должны быть только из натуральных тканей. Верхняя же одежда может иметь примесь синтетических нитей. Конечно, чем меньше их процент ткани, тем лучше. Немаловажную роль играет и цвет одежды. Одежда в темных тонах имеет свойство накапливать энергии, как положительные, так и отрицательные. Это зависит от того, какие события в большей степени происходят
происходит в жизни человека, в то время как одежда в светлых тонах обладает обережной силой, способна защитить от любого зла и даже злых сущностей. Так какие же цвета одежды отвечают за власть, деньги и здоровье? Давайте обсудим. Знаете, одежда в желтых тонах поспособствует финансовому благополучию. Любители такого тона не знают проблем с деньгами. Они поступают в их жизнь в нужном количестве, создавая вокруг них не только гармоничную атмосферу, но и крепкую связь с денежной энергией, что дает им много разнообразных возможностей. Желтый цвет – это цвет солнца. Он благотворно сказывается на здоровье человека, укрепляет его биополе и наделяет большой жизненной силой. Такой человек способен воплотить в жизнь все то, что только пожелает, и это у него с легкостью получится. Также люди, которые носят такую одежду, способны обрести тесную связь со Вселенной, и она поможет им отправлять посылы и быть быстро услышанными. Одежда в коричневых тонах поможет продвинуться по карьерной лестнице, либо же получить работу мечты, наделить своего владельца энергиями успеха, самореализации, ответственности. К нему будут расположены все люди, которые находятся в его окружении, а также поможет создать благоприятную рабочую атмосферу, подтолкнут к осуществлению идей и планов, что даст возможность проявить себя как с точки зрения профессионализма, так и надежного и опытного работника. Эта одежда будет привлекать в жизнь своего владельца добрых и отзывчивых людей, которые всегда в нужный момент будут подавать ему руку помощи. Одежда в голубых тонах наделит человека энергиями спокойствия, притянет к нему удачу и счастье, научит контролировать эмоции, и человек станет уравновешенным, научится просчитывать свои шаги наперед. Это поможет ему добиться определенного успеха в выбранной ним сфере. Этот цвет способен помочь людям усиливать их сильные стороны или же открывать в себе таланты, о которых они не догадываются. Фиолетовая одежда наделяется мудростью. Люди, которые предпочитают в своей одежде такие тона, знают, как правильно оценить обстановку, никогда не вступают в конфликты, не лезут на рожон, не делают назло, не игнорируют то, что им говорят, а спокойно идут к своей цели, часто добиваясь неплохих результатов, что делает их материально и финансово независимыми. Такие люди умеют выставлять приоритеты и, несмотря ни на что, придерживаться их. Не любят ложь и не окружают себя теми, кто им не нравится, даже если это кто-то из родных и близких. Красная одежда обладает очень сильной энергетикой. Она поможет человеку обрести власть, защитит от любых неприятностей, врагов, поможет сохранить денежную энергию, а проблемы, которые возникать будут на жизненном пути, будут решаться без особого труда. Уверенно шагая по жизни, любители такого цвета смогут стать успешными, известными, уверенными в себе людьми. Добившись больших жизненных высот в области карьеры, они способны быстро разбогатеть, благодаря чему не будут знать нужды ни в чем. Этот цвет способен привлекать красивую и искреннюю любовь. Черная одежда ассоциируется с богатством и успехом. К тому же она несет в себе созидательные энергии, поэтому она свойственна творческим личностям. Часто такую одежду предпочитают люди, которые имеют изобретательные наклонности, которые стремятся создать что-то новое и тем самым изменить мир. Одежда черного цвета позволит накопить нужные энергии для того, чтобы потом использовать их для создания чего-либо уникального, а также для того, чтобы быстро справиться с не очень приятным жизненным этапом, который может прийти в жизнь. Но все же не стоит увлекаться такой одеждой, так как черный цвет может служить и магнитом для негативной и разрушительной энергетики, такой как сглаз и порча. Если в одежде такого цвета пройти там, где что-то произошло, к вам может прицепиться и злая сущность, которая ничего кроме вреда не причинит. Ее нужно в повседневной жизни разбавлять другой цветовой гаммой. Не обязательно, чтобы с головы и до ног одежда была одного цвета. Желательно иметь один из элементов одежды выбранного цвета в повседневной жизни. Большое значение для человека имеет не только цвет одежды, но и рисунок на ткани, который несет определенные энергии в его жизнь, которые оказывают значительное влияние на нее. Рисунок на одежде может стать магнитом для того, чтобы притянуть положительные энергии в различные жизненные сферы. Одежда с рисунком в клетку служит для человека в качестве сильного оберега, помогает ему уберечься от негативных помыслов. И если вы наперед знаете или предполагаете, что день, например, будет трудным, сопровождаться какими-то негативными эмоциями,
Наденьте что-нибудь из одежды с таким рисунком. Этот рисунок способен защитить от таких разрушительных энергий, как с глаз, от недоброжелательных людей, в целом настроенных по отношению к вам. Рисунок, в основе которого лежит квадрат, защитит биополе человека, сделав его неподвластным любым энергетическим атакам извне. Такая одежда очень хорошо подходит, если вам предстоят важные встречи, события, где среди окружающих вас людей могут находиться завистники, сплетники и прочие токсичные люди. Одежда с рисунком в полоску способна и поможет обрести удачу в новых делах, в реализации идей и планов в жизнь. Поможет стать на истинный путь, когда человек его утратит. Такой рисунок также поможет сконцентрировать все свои знания, умения и мысли на главной идее. Если вам предстоит решить какой-то вопрос, который требует повышенного внимания, сосредоточенности, то обязательно стоит надеть что-то из одежды в полоску. Такая одежда хорошо для целеустремленных людей. Этот узор поможет развить и будет стимулировать вашу интуицию. Она-то и окажет вам большую помощь при решении важных вопросов. Одежда с рисунком в горошек может послужить вам в качестве магнита для денег. Горошек имеет форму монет, поэтому одежда с таким узором поможет привлечь финансовое благополучие. Она актуальна для того, кто работает. Ее владельцу будет с легкостью даваться продвижение по карьерной лестнице, а также данный человек будет пользоваться уважением среди окружающих. Она подходит и для любителей ходить по магазинам. Им не придется разочаровываться в своих покупках, так как они будут доставлять только радость и служить им долго. Ну а чтобы усилить действие горошка, дополните его финансовыми талисманами. Эффект будет очень значительным. Квадраты, ромбы, треугольники и другие остроугольные фигуры на одежде помогут человеку чувствовать себя намного сильнее, придадут ему уверенность в себе и в том, что он делает. Такая одежда не даст возможности наполнить мысли человека негативом, делая его настрой более позитивным. Такой рисунок поможет найти вот то единственное и правильное решение в самых сложных ситуациях, сделать человека более красноречивым, убедительным в своей правоте и в своих мыслях. Абстрактный узор на одежде, где переплетаются разные формы, для человека может быть полезен тем, что человек в такой одежде не сможет манипулировать никто. Такой узор наделяет его мудростью, ясностью ума, улучшает самоанализ, развивает творческий потенциал, помогает увидеть в себе сильные стороны и добиться положительного результата в любых стремлениях. Такая одежда просто необходима для человека, который устал от повседневности и хочет притянуть в свою жизнь что-то новое, разнообразное, а порой и вовсе изменить ее кардинально, привлекая в нее все новое, начиная от эмоций и заканчивая знакомствами и сменой места жительства. Рисунок в виде растений на одежде оказывает положительное влияние на физическое состояние человека. Так как в такой одежде меньше чувствуется усталость, такая одежда помогает справиться с любыми комплексами, страхами, учит человека умению слушать, как самого себя, так и посылы Вселенной, которые будут помогать ему обращать внимание на важные жизненные моменты. Если у вас спальный комплекс с таким рисунком, сон будет крепким, сладким, вы не будете знать, что же такое бессонница. Если у вас проблемы со здоровьем или вы находитесь в постоянном стрессовом состоянии, попробуйте пополнить свой гардероб одеждой с растительным мотивом и удивитесь, как она положительно скажется на вашей жизни. Одежду с рунами, иероглифами, мандалами может носить только человек, который понимает их истинное значение, верит в их силы и хочет передать этот смысл окружающим. В других же случаях они окажут очень негативное значение на жизнь человека. Поэтому, не зная их значения, стоит воздержаться от покупок такой одежды, дабы не привлечь по незнанию в свою жизнь ненужные изменения и нерешаемые проблемы. В настоящее время можно встретить одежду с принтами, на которых изображен скелет, череп, кости. Причем это встречается не только на взрослой, но и на детской одежде. Церковь категорически против такой символики на одежде. Считается, что одежда с такими принтами связана со смертью и наделена мертвыми энергиями. Отдавая дань моде, вы ничего хорошего, к сожалению, в свою жизнь не притянете, только лишь потери, одиночество, слезы и несчастье. Такая одежда на ребенке разрушит его биополе.
с вещами, об энергетике которых знаете мало или не знаете вообще ничего, нужно вести себя осторожно, так как неизвестно, какими сюрпризами она вас наделит и что придет в вашу жизнь. Одежда способна менять человека, делать его другим. Поэтому прежде чем купить и надеть на себя какую-либо вещь, подумайте о том, что вы получите в итоге. Если возникают хоть малейшие сомнения, не стоит покупать и носить такую одежду, так как на подсознательном уровне вы будете чувствовать, что она не ваша, а это будет отравлять вам жизнь, создавая дискомфорт и разрушая вашу нервную систему. Если же вы прикоснулись к одежде и от нее веет холодом, от такой покупки также воздержитесь, так как она либо впитала неблагоприятную энергетику помещения, в котором находится, либо к ней прикасался тот, кто излучает разрушительный негатив. Если же вы чувствуете себя нормально, прикоснувшись к одежде, хочется ее побыстрее надеть и, прикоснувшись к ней, ощущаете тепло, покупаете без раздумий и носите с удовольствием. При носке одежды нужно обязательно соблюдать определенные правила, так как вы в нее попадаете в разные жизненные ситуации, и в эти моменты одежда способна впитывать в себя как положительные, так и отрицательные энергии. Поэтому, придя домой, не спешите ее вешать в шкаф. Наденьте на вешалку и проветрите, выставив на свежий воздух, солнышко. Если у вас нет такой возможности, то хотя бы пусть так повисит в комнате. Если носить что-то из одежды каждый день, то она может впитать в себя слишком много негатива извне. Поэтому одежду и ее элементы нужно менять каждый день, давая вещам возможность отдохнуть. Периодически стирайте, сушите на воздухе, чистите в химчистке. Ваша одежда ни в коем случае не должна быть грязной, с какими-то пятнами, с дырками. После стирки желательно также вещи прогладить. Таким образом вы избавите их от оставшегося негатива и возможности поселиться в складках мятой ткани темных сущностей, которые, устроившись уютно возле вас, будут отправлять негатив в вашу жизнь и лишать вас жизненных сил. Да и внешний вид изначально будет лучше, если у вас будут, например, отутюженная одежда. Если вещи мятые, то будет создаваться образ, к сожалению, неопрятного человека. Поэтому помните, что одежда – это визитная карточка каждого человека, и того, как он выглядит, как его воспринимают окружающие люди. Поэтому научитесь носить одежду правильно и тем самым привлекать в свою жизнь изобилие, достаток и благополучие. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья! Услышимся в следующем видео.